Всем привет! Рад, что снова смотришь видео «Новости от разработчиков». Если первый раз, то не забудь сразу подписаться. Вчера пришло оповещение о новой теме на официальном форуме, но решил не спешить и не сразу делать видеоролик. Ролик посвящен улучшениям таким, как экскурсии по парку с гидом. Что описано на форуме, а точнее сделаем перевод текста от разработчиков. Мы очень рады представить вам новую особенность. Ранее мы говорили о режиме испытаний и режиме песочницы, а также о том, что вы можете ожидать, когда перейдете в любой из этих режимов. Сегодня мы меняем маршруты, чтобы взглянуть на экскурсии, которые вы можете добавить в свои парки. Мы внесли несколько улучшений в то, как вы создаете свои туры и управляете ими. Ваши гости могут прокатиться по вольерам динозавров, используя гиросферы, или совершить экскурсию по юрскому периоду в составе группы. Размещение их внутри ваших парков работает аналогично тому, к чему вы уже привыкли из первой игры. Туристические станции можно размещать отдельно или через заборы, а затем вы можете рисовать и размещать пути для транспортных средств, по которым они будут следовать. Туры могут проходить через несколько корпусов с помощью ворот, но теперь вы можете объединить разные станции в один цикл. Убедитесь, что ваш динозавр виден на высшем уровне по всем направлениям, чтобы каждая часть вашего тура была такой же захватывающей, как и предыдущая. Маршруты теперь могут быть построены поверх путей или наоборот, и при их пересечении будет создано пересечение путей. Вы также можете поставить заборы над существующими маршрутами тура, автоматически создав новые ворота, через которые будет проходить тур. Это значительно упрощает вам внесение любых необходимых изменений в ваши корпусы на лету, без необходимости переделывать уже построенный трек. Вдоль туристических маршрутов могут быть построены фотоаппараты, на которых будут фотографироваться ваши гости. Если вы обратите внимание, вы иногда увидите, как небольшая вспышка срабатывает, когда они проходят точки для фото, указывая, что ваши гости фотографируются. Однако вы не сможете просматривать эти фотографии в игре, но они служат дополнительной деталью, которую вы можете добавить. Маршруты вашего тура также могут проходить через вольеры, позволяя вашим гостям поближе и лично взглянуть на летающих рептилий, обитающих в них. Вы прокладываете путь, как в других вольерах динозавров, и ваш тур может проходить через весь вольер, если хотите. Турникеты привязаны к стенам вольера для создания точек входа и выхода. Система очень гибкая, и вы даже можете сделать несколько входов и выходов, позволяя нескольким турам проходить через один и тот же вольер или вольер в разных точках. Благодаря этим новым дополнениям к экскурсиям с гидом, вы можете даже провести один тур, проходящий через один парк, с несколькими станциями, на которых ваши гости смогут попасть в тур или выйти из него. Вы также можете разделить их на более мелкие и организовать отдельные туры для отдельных частей ваших парков. Вы можете создать тур по гиросфере через огромный вольер зауроподов или отправить юрский тур по нескольким вольерам хищников, чтобы подарить вашим гостям острые ощущения на всю жизнь. Однако вам нужно быть осторожным, так как ваши транспортные средства могут быть повреждены блужданием или атакой динозавров. Если они полностью повреждены, эта часть тура будет закрыта, и команде потребуется перезагрузить тур. Наконец, было бы упущением, если бы мы не упомянули гида, которого можно услышать в экскурсиях, которые вы можете добавить в свои парки. Игра, конечно, не щадит расходов, поэтому гид будет образованной фигурой, которая комментирует происходящее в туре, от фактов об окружающей среде парка до объявления, когда тур входит на территорию определенных видов. Если вы следовали нашим руководствам по управлению парком, этот гид будет вам очень знаком. Мы надеемся, что вам понравилось это краткое изложение различных улучшений и изменений в экскурсиях второй части игры. Спасибо за просмотр. Не забывай подписываться на канал и ставить лайк.